Современный мир постоянно убеждает человека в том, что счастье находится где-то впереди. Нам говорят: стань успешнее, заработай больше денег, купи лучший дом, накопи статус, добейся признания, и тогда жизнь наполнится смыслом. Но почему тогда так много людей, имеющих все это, продолжают чувствовать пустоту, тревогу и одиночество? На протяжении десятилетий психологи пытались понять, что на самом деле делает человека счастливым. Одним из самых известных исследований в истории психологии стало Гарвардское исследование развития взрослых, самое продолжительное исследование счастья и качества жизни. Оно длилось более 80 лет и наблюдало за судьбами сотен людей, их успехами, провалами, браками, болезнями, кризисами и радостями. И вывод, к которому пришли ученые, оказался одновременно простым и удивительным. Ни деньги, ни слава и ни достижения делают жизнь по-настоящему хорошей. Главный источник счастья — это качество наших отношений. Почему люди ищут счастье не там? Психология давно заметила одну особенность человеческого мышления. Мы склонны переоценивать внешние достижения и недооценивать внутреннее состояние. Человек часто живет по принципу: когда я заработаю больше, стану счастливым. Когда куплю квартиру, почувствую спокойствие. Когда меня признают, начну любить себя. Когда встречу идеального человека, исчезнет тревога. Но проблема в том, что мозг быстро привыкает ко всему хорошему. Это называется гедонической адаптацией. Новая работа, дорогая машина или повышение дают всплеск эмоций лишь на короткое время. Затем счастье снова возвращается к прежнему уровню. Психологически человек устроен так, что внешние цели создают временное удовлетворение, но не внутреннюю устойчивость. Именно поэтому многие люди, достигнув того, о чем мечтали годами, неожиданно сталкиваются с эмоциональной пустотой. Они понимают: вершина покорена, а чувство полноты жизни так и не появилось. Самый важный фактор счастливой жизни. Исследование показало, что люди, имеющие теплые доверительные отношения, живут дольше, здоровее, спокойнее, эмоционально устойчивее и даже реже страдают от хронических заболеваний. Причем речь идет не только о романтической любви. Настоящее психологическое благополучие создают любые глубокие человеческие связи. Друзья, семья, дети, партнеры, близкие коллеги, чувство принадлежности к обществу. Оказалось, что одиночество влияет на здоровье почти так же разрушительно, как курение или алкоголизм. Когда человек чувствует эмоциональную изоляцию, его нервная система начинает жить в режиме постоянной угрозы. Повышается уровень кортизола, гормона стресса. Организм медленно истощается. Возникают тревожность, депрессия, хроническая усталость и потеря мотивации. Парадоксально, но в эпоху социальных сетей люди стали чувствовать себя более одинокими, чем когда-либо. Почему близость так важна для психики СА? Точки зрения психологии, человек — социальное существо. Наш мозг буквально создан для связи с другими людьми. Когда нас понимают, принимают и поддерживают, снижается тревога, уменьшается внутреннее напряжение, появляется чувство безопасности, усиливается устойчивость к стрессу. Даже простой искренний разговор способен успокоить нервную систему сильнее, чем многие способы отвлечения. Проблема в том, что многие люди годами скрывают свои настоящие эмоции. Они боятся показаться слабыми, неудобными или уязвимыми. Но именно уязвимость создает настоящую близость. Человек начинает чувствовать себя живым не тогда, когда выглядит идеальным, а тогда, когда может быть настоящим. Деньги все же важны, но только до определенного момента. Исследование не утверждает, что деньги не имеют значения. Бедность действительно создает стресс, тревогу и ощущение нестабильности. Когда человеку не хватает средств на базовые потребности, психика постоянно находится в режиме выживания. Но после достижения определенного уровня комфорта влияние денег на счастье резко уменьшается. Почему? Потому что эмоциональное благополучие зависит не только от условий жизни, но и от внутреннего состояния человека. Умеет ли он чувствовать благодарность, способен ли отдыхать, есть ли у него близкие люди, чувствует ли он смысл своей жизни. Можно жить в роскошном доме и чувствовать одиночество, и можно иметь скромную жизнь, но ощущать глубокую внутреннюю наполненность.
Люди жалеют не о том, психологи, работающие с пожилыми людьми, заметили удивительную закономерность. В конце жизни человек редко жалеет о том, что мало работал. Гораздо чаще люди говорят: «Я слишком мало времени проводил с близкими, я постоянно откладывал жизнь на потом, я боялся быть собой, я слишком переживал из-за чужого мнения, я не позволял себе радоваться». Это очень важный психологический момент. Многие живут так, словно настоящая жизнь начнется позже, после достижения цели, после покупки чего-то, после идеального момента, после исчезновения проблем. Но жизнь всегда происходит только сейчас. Именно это понимание часто приходит слишком поздно,